Когда он заканчивает работать в поле, он отдыхает со своими 4 прекрасными женами. А началось все 10 лет назад. Он был обычным офисным работником в Японии, и после тяжелого рабочего дня он заснул за ужином, а проснулся уже в другом мире. В теле 6-летнего мальчика на вечеринке с множеством гостей и вкусной едой. Он подумал, что это был просто очень реалистичный сон, и попытался вернуться к своей скучной и бедной жизни, но тут его разбудил какой-то мужчина и представил гостям. Вендалин не знал, что сказать, когда все взрослые уставились на него, но тут пришел его старший брат Эрик и выручил его. Он представил мальчика гостям как своего младшего брата по имени Вендалин Беймастер. Вендалин узнал, что он младший сын в благородной семье и что его старший брат Курт женится. Он был рад, что будет жить в роскоши. Но уже на следующий день он узнал, что его семья была на грани нищеты. Он спросил Эрика, и тот сказал, что они годами копили деньги, чтобы устроить хорошую вечеринку для гостей, а теперь вернулись к прежней жизни. Еще одна шокирующая новость ждала Вендалина, когда он узнал, что у его отца проблемы с потенцией и что у него 7 старших братьев, включая 2 сводных. Я был в шоке, когда узнал, что он 8-й сын бедного дворянина, и из-за этого у него хроническая депрессия, ведь даже рабы в корпорации зарабатывают больше. Однажды он узнал, что Эрик и 2 его братьев уходят из дома, потому что старший брат Курт унаследовал все после свадьбы. Поэтому остальным придется отказаться от дворянства и найти работу. Уэллс не поверил, но братья сказали ему, что когда он вырастет, ему тоже придется стать самостоятельным. Уэллс решил найти способ изменить свою жизнь и однажды нашел в библиотеке хрустальный шар и инструкцию к нему. Он узнал, что шар может определить магические способности, и подумал, что это шутка. Только один человек из 1000 мог использовать магию, и Уэллс решил попытать удачу. Он сел и сделал несколько глубоких вдохов, прежде чем попытаться использовать шар. Сначала ничего не произошло, но когда он уже собирался сдаться, шар превратился в флаг гордости. Он был потрясен, когда понял, что он волшебник, и решил найти учителя. Он пытался найти книги по магии, но безуспешно, и когда его отец пришел в библиотеку, Уэллс спросил, есть ли у них книги заклинаний. Но оказалось, что его отец – неграмотный бродяга. Позже в тот же день он вышел на улицу и попытался использовать магию, как в аниме, но у него ничего не получилось. В этот момент перед ним появился мужчина, увешанный украшениями, как какой-нибудь дерьмовый американский рэпер, и сказал Уэллсу, что почувствовал его магию раньше. Его мама учила его остерегаться незнакомцев, поэтому он направил на него палку. Как настоящий крутой парень, мужчина взял палку и отбросил ее, а потом представился как волшебник по имени Альфред. Палка, которую он только что отбросил, вызвала эффект домино, и огромный валун упал на гигантского кабана, который разозлился и бросился на них. Вёлд испугался и хотел убежать, но волшебник поймал его и сказал, что нужно использовать магию. Альфред помог ему и научил, как использовать свою магию, чтобы создать мощный ветер, который отбросил кабана. Вёлд был потрясен, а волшебник похвалил его за первое заклинание. Кабан снова напал на них, но на этот раз Альфред взмахнул пальцем и с помощью магии ветра заставил кабана отлететь в сторону. Вёлд испугался его силы, но волшебник успокоил его и представился бывшим придворным магом королевства Гиб. Он сказал удивленному мальчику, что у него есть потенциал превзойти даже его собственные магические способности, и Вёлд не мог в это поверить. Они сели в лесу, чтобы выпить чаю, и Вёлд с удивлением смотрел, как безжизненный кабан таинственным образом исчезает в маленьком мешочке волшебника. Альфред сказал, что хочет передать Вёлду свои магические знания, и мальчик согласился стать его учеником. Это было все, что ему нужно было услышать, и он согласился стать учеником волшебника. Альфред предупреждает его, что магию нужно держать в секрете, иначе у него могут возникнуть проблемы. Он объясняет, что это может вызвать разногласия между ним и его старшим братом, потому что люди захотят, чтобы следующим лордом стал маг. Уэллс соглашается с этим предложением, и на следующее утро начинаются его тренировки. Сначала Альфред хочет измерить его магический потенциал, сравнивая его со своим, поэтому он протягивает ему руки, и они представляют свою магию. Альфред впечатлен тем, как быстро Уэллс все усваивает, и говорит, что у него большой запас магии даже по сравнению с ним. В последующие дни Уэллс усердно изучает магию среднего уровня, экспериментируя с огненными атаками на груди камней. Альфред кажется доволен его успехами и хвалит его, отмечая, что большинству людей требуются месяцы, чтобы достичь такого уровня. Кроме того, Альфред любезно делится с молодым учеником горными овощами, чтобы помочь прокормить его семью, что очень злит его старшего брата Курта. На следующий день Уэллс вместе с Альфредом поднимается в небо, чтобы научиться магии поиска. Сосредоточившись с закрытыми глазами, он находит птицу и с помощью магии бросает в нее камень, чтобы поймать добычу. Альфред снова поражен способностями Уэллса и присоединяется к нему, чтобы они вместе пообедали жареной птицей с домашним васаби. Уэллс с гордостью говорит, что собрал ингредиенты в лесу,
но Альфред советует ему не ходить в зачарованный лес за продуктами. Он предупреждает его, что там водятся монстры, которые могут его убить. Через несколько дней Уэллс учится магии воды и говорит, что Курт за ним следит. Альфред думает, что у Уэлла могут возникнуть сомнения насчет того, чтобы стать магом, и боится, что может потерять свое положение. Уэлл утверждает, что ему неинтересно становиться лордом, в то время как его учитель предлагает ему стать искателем приключений. Уэлл сразу же загорается этой идеей и даже представляет себе свое будущее, полное приключений, в то время как Альфред тайно борется с проклятием, изо всех сил стараясь не дать ему себя убить. Позже в тот же день Уэлл сообщает своей семье, что хочет стать искателем приключений, но у его отца нет денег, чтобы отправить его в Академию искателей приключений. На следующий день Уэлл говорит Альфреду, что хочет создать фан-клуб, чтобы оплатить учебу, но Альфред предлагает ему вступить в торговую гильдию вместо того, чтобы быть онлайн-блогером. Он советует Уэллу начать работать пораньше и учит его продвинутой магии, такой как полет и телепортация, чтобы он мог быстро добираться до других городов. Он дарит Уэллу незабываемые впечатления, когда поднимает его в небо и показывает огромный мир, который его ждет. Позже той же ночью Альфред понимает, что его проклятие становится сильнее, и у него осталось не так много времени. На следующий день он решает попрощаться со своим учеником, заявив, что ему больше не нужно у него учиться. Эта новость ошеломляет Уэлла, и он падает на землю, не в силах сосредоточиться на изучении магии полета. Он не хочет так быстро расставаться со своим учителем и просит его остаться с ним. Альфред утверждает, что научил его всему, что знал, и категорически отказывается выполнить его просьбу. В тот вечер он мог думать только о своем учителе за обеденным столом, а потом отец рассказал ему о том, что в лесу видели умного зомби по имени Шепчущий мертвец. Шепчущие мертвецы выглядят как люди и прекрасно говорят, поэтому их трудно отличить от обычных людей, и единственное, что их выдает, это холодное тело, бледная кожа и замедленные реакции. Это напомнило ему об Альфреде, у которого очень бледная кожа и замедленные реакции. Он летит в лес, чтобы найти своего учителя, но теряет равновесие и падает, так и не найдя его. Альфред подходит к нему, и он все еще не может поверить, что Альфред мертв. Он говорит, что ему грозит опасность, если он останется в лесу, и хочет забрать его домой, но Альфред говорит своему ученику, что он и есть тот самый умный зомби, о котором все говорят, и это его очень расстраивает. Альфред рассказывает свою историю, говорит, что 5 лет назад был придворным магом герцога. Однажды старший сын герцога заболел смертельной болезнью, и он собрал армию, чтобы войти в заколдованный лес и найти редкое лекарственное растение. Монстры в заколдованном лесу превосходили их числом, и Альфред был единственным сильным воином в армии, который мог с ними справиться. Он должен был защищать герцога и солдат, сражаясь с монстрами, и погиб, пытаясь прикрыть их жалкие задницы. Альфред говорит, что ему следовало остаться мертвым, но сожаление не позволило его душе уйти, и он стал шепчущим мертвецом. Его единственным незавершенным желанием было найти достойного преемника, который унаследует его магию, и это желание исполнилось, когда он встретил Уэлл. Альфред извиняется перед ним за то, что не сказал ему правду раньше, потому что думал, что тот испугается и убежит. Затем он проводит последний экзамен для своего ученика и просит его очистить его с помощью святой магии, пока он не сошел с ума и не превратился в настоящего зомби. Уэллс плачет и не хочет отпускать своего учителя, но Альфред показывает ему, что его тело уже начало разлагаться и что у него осталось не так много времени. Уэллс не хочет видеть, как он страдает, поэтому решает использовать святую магию и очистить его. Магия обжигает Альфреда, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить его желание, и он хочет, чтобы Уэллс приложил больше усилий. Уэк переполняется ностальгией, вспоминая 2 недели, которые он провел со своим учителем, и вкладывает всю свою силу в очищающую магию. Тело Альфреда начинает растворяться, и он использует свои последние мгновения, чтобы поблагодарить своего ученика и сказать, чтобы тот старался изо всех сил в будущем. Уэллс долго оплакивает своего учителя, но затем вытирает слезы и клянется оправдать его ожидания. Он усердно занимается магией и не замечает, как быстро пролетают 7 лет, и ему исполняется 12. Наконец он готов покинуть свой бедный дом и семью и отправляется в Академию искателей приключений, чтобы начать новую жизнь. Он поступает в Академию и попадает в класс для стипендиатов, где много многообещающих новичков. Все представляются, и 2 девушки, Луиза и Сьюзан, оказываются в центре внимания, потому что они из семей известных мастеров боевых искусств, служащих герцогу. Когда начинается учеба, он понимает, что его навыки общения ухудшились из-за того, что он много лет жил в деревне, и он неловко себя чувствует, когда представляется. Кажется, что никому нет до него дела, и он думает, что ему будет трудно завести здесь друзей. Начинается урок, и преподаватель раздает всем анкеты для регистрации на вечеринку, потому что так начинается их обучение. И Уэлл понимает, что никто не захочет пригласить деревенщину вроде него. Однако он не знает, что все переоценивают его, считая единственным магом в классе с высочайшим уровнем мастерства. Во время обеденного перерыва 2 богатые девушки, Луиза и Сьюзан, обсуждают со своим лучшим другом Ирвином, как пригласить Уэлла на вечеринку, потому что он легко может их перенести. Они утверждают, что они самые сильные в классе, потому что могут использовать магию для укрепления своего тела и думают, что они лучше всех подходят для вечеринки с Уэлл. Другие группы тоже хотят пригласить Уэлла, но никто не осмеливается подойти к нему, потому что они считают его крутым и не станут разговаривать с теми,
теми, кто ниже его уровня. На следующем уроке учитель говорит, что студенты, которые хотят подрабатывать, должны попробовать себя в охоте, потому что это приносит больше всего денег. Он советует им охотиться группами, потому что в одиночку это может быть опасно, и Уэлл снова чувствует себя безнадежным, потому что уверен, что никто не захочет его пригласить. Богатые дети боятся подойти к нему, потому что Ирвин сумасшедший идиот, который думает, что Уэлл держится на расстоянии, чтобы оценить их всех. Луиза тоже с ним согласна. Они решают занять первое место в охотничьем турнире, чтобы показать, что достойны присоединиться к его вечеринке. Они охотятся больше, чем кто-либо из их класса, и думают, что у них есть все шансы присоединиться к Уэллсу, но когда он приносит кучу убитых монстров в гильдию торговцев, они просто теряют дар речи. Один из самых пессимистично настроенных студентов говорит, что Уэллс из другой лиги и пытаться быть с ним бесполезно. Все верят его словам и уходят из комнаты, оставив надежду присоединиться к Уэллсу, который планирует угостить своих одноклассников ужином на свои призовые деньги. Как только он получает мешок с добычей, он оборачивается, чтобы позвать своих одноклассников, но комната пуста, как и мои сообщения. Богатые дети расстроены унизительным поражением и не хотят отказываться от вечеринок с Уэллсом, ведь он их билет в успешное будущее. Они хотят добыть больше добычи, чем он, чтобы он их заметил, и для этого отправляются в запретную часть леса. Они понимают свою ошибку, когда их окружает стая волков, и несмотря на все усилия, богатые дети не могут справиться с таким количеством монстров. Один из волков внезапно нападает на Луизу, и Ирвин заслоняет ее, но сам получает ранение. Видя, что их строй распадается, все волки бросаются на них, чтобы нанести комбинированный удар, но, к счастью, Уэллс тоже был поблизости и почувствовал, что его одноклассники используют его навыки отслеживания. Он появляется в нужный момент и уничтожает всех волков каменными столбами. Тем временем Уэллс спасает троицу и отвозит их в больницу, где они извиняются за то, что были для него обузой, и рассказывают, что все считали его недосягаемым для них. Наконец он узнает, что они слишком высоко замахнулись на него и подвергли себя опасности только ради того, чтобы он их заметил, но они заявляют, что поняли свое место и больше не достойны быть его товарищами по команде. Уэллс хочет присоединиться к их группе, но прежде чем он успевает что-то сказать, в комнату заходит преподаватель и сообщает хорошие новости. Герцог устраивает вечеринку для их класса. На следующий день они отправляются на вечеринку, устроенную герцогом Амадеем, который игнорирует всех и подходит к Уэллсу, как только его видит. Они дружески беседуют о том, что семья Бальмейстеров его вассалы, и он приглашает Уэллса на личную беседу. Уэллсу не нравится идти в дом к незнакомцу одному, поэтому он говорит, что богатые дети его товарищи по команде, и берет их с собой. В особняке они встречают придворного мага Бранта, который также был учителем бывшего придворного мага Альфреда. Уэллс потрясен, узнав об этом, и Брант объясняет, что он эксперт по отслеживанию магии и присматривал за Альфредом даже после того, как тот стал шепчущей нежитью в зачарованном лесу, недалеко от дома Уэллса, около 12 лет назад. Ред знает, что Альфред умер 7 лет назад, и это могло произойти только в том случае, если исполнилось его желание найти ученика, который был бы сильнее его. Все указывает на Уэллса, который не может отрицать, что он ученик Альфреда, после того, как Брант узнал его магический мешочек. Волшебник и герцог расчувствовались, услышав о последних минутах жизни Альфреда, и тоже прослезились, вспоминая его. После этого он вспоминает, что у него много припасов из экспедиции и сумка, которую он хочет вернуть герцогу. Пока он возвращает припасы, богатые дети ждут его снаружи и не могут поверить в услышанную печальную историю, которая заставляет их понять, что он, как и они, тоже талантливый человек, но не может стать наследником, потому что он не первый сын. Поэтому он подбегает к ним и извиняется за то, что так внезапно позвал их на вечеринку. Богатые дети говорят, что хотели пойти с ним на вечеринку, чтобы воспользоваться его влиянием, но теперь они поняли, что это несправедливо. Уолт отвечает, что он не против и хочет присоединиться к ним, потому что будет весело проводить с ними время. Сначала они были шокированы его ответом, но потом рассмеялись и приняли его как друга. Затем герцог прерывает их разговор и награждает Уолта золотыми монетами за возвращение припасов. Все были шокированы, услышав это, и до Уолта это дошло с опозданием. Вдобавок ко всему, Брант говорит ему, что он унаследовал особняк Альфреда и его поместье, и вечером переезжает в большой и пугающий дом. Он думает, что дом слишком велик для одного человека, и решает пригласить своих друзей пожить с ним. Через несколько месяцев во время летних каникул Уолт берет своих друзей на свадьбу своего брата Эрика. Они путешествуют на волшебном дирижабле, где Луиза одета как Леди Гага, потому что хочет привлечь внимание аристократов на свадьбе. А Ирвин боится летать как пещерный человек, который никогда раньше не летал на самолете. Брант тоже там, он вовсю пользуется бесплатными напитками на борту. Он говорит Ирвину, что самолет не упадет, но потом видит темные тучи рядом с кораблем и забирает свои слова обратно. Он указывает на тучи, и из них появляется огромный скелет дракона, от чего все писаются в штаны. Остальные пассажиры обращаются к Карен и требуют позвать капитана, чтобы обсудить это происшествие, но второй пилот говорит им, что великий маг Брант поможет
поможет им победить дракона-нежить. Бранд говорит, что это невозможно, потому что только святая магия может очистить нежить, а у него нет к ней таланта. Однако он утверждает, что знает талантливого мага, который использует святую магию, и предлагает ему помочь. Он соглашается сразиться с драконом, несмотря на то, что нервничает, а Бранд остается защищать корабль. Уэлл летит к дракону и использует свой магический барьер, чтобы защититься от его разрушительного дыхания, а Бранд защищает корабль своим магическим барьером. Уэлл заряжает свою святую магию, но дракон переключается на множественные атаки, чтобы остановить его. Уэлл уклоняется от его атак и концентрирует святую магию как духовную бомбу, а затем бросает ее в костяного дракона. Его святая магия отталкивает дыхание дракона и попадает в него. Дракон вспыхивает, как новогодняя елка, и извивается от боли, вызванной очищающей магией, а затем использует остатки сил, чтобы атаковать. Уэллс уворачивается и блокирует атаки, пока его магия наконец не срабатывает и дракон теряет душу. Кости рассыпаются, и огромный магический камень, который их скреплял, тоже разваливается. Из корабля выходит Принт и показывает Уэллсу знак, что нужно собрать драконьи кости в магический мешок. Он собирает кости и красный магический камень. Уэллс возвращается на корабль. Все празднуют, что выжили, но он хочет отдохнуть несколько дней. Вскоре туда приходит бывший напарник Бранта по приключениям Артура и говорит, что у Уэллса не будет возможности отдохнуть. Рент удивляется, увидев друга, и знакомит его с Уэллсом, и они вспоминают свои приключения. На следующий день корабль прибывает в столицу, и Брант сразу же сбегает, оставив Артура присматривать за детьми. Вскоре туда прибывает отряд рыцарей, и их капитан благодарит Уэллса за убийство дракона и просит его сопроводить их во дворец, так как король вызвал его. Друзья Уэллса уходят к брату, а Уэллс остается с Артура, который сопровождает его во дворец. Его встречают как героя, победившего дракона, но дворяне недовольны тем, что он в центре внимания. Уэллс приветствует короля, который хвалит его за победу над драконом-скелетом и награждает медалью с изображением двух драконов. Кроме того, король делает его дворянином, присваивая титул баронета, и Уэллс повторяет клятву, которую ему дал Артура. Позже король покупает у Уэллса все драконьи кости и магические камни, а генерал и премьер-министр спорят о том, сколько они должны стоить. Генерал хочет заплатить больше, но премьер-министр жалуется, что у них нет на это денег. Прежде чем их спор перерастает в ссору, вмешивается Папа Римский, и награда устанавливается в размере 150 золотых монет. Позже тем же вечером они возвращаются из дворца, забрав награду, и мастер боевых искусств устраивает представление, чтобы впечатлить Уэллса и нанять его. Стражники уводят его, и Артур говорит Уэллсу, что ему придется привыкнуть к таким идиотам, потому что они будут постоянно его преследовать. Он даже предупреждает его о дворянах, которые будут пытаться навязать ему своих дочерей, а Уэллс этого не хочет. На следующий день он наконец-то попадает на свадьбу Эрика, и два брата, которые уехали с ним, тоже там. Они жалуются, что Курт не прислал никаких подарков для жениха и невесты, и теперь их семья будет выглядеть плохо перед гостями. Уэллс решает сам заплатить за подарки и понимает, что быть дворянином – это больше показуха, чем наличие денег. Но он рад, что его любимый брат теперь женат. На следующий день Папа Римский приглашает Уэллса к себе домой, и он приходит с пожертвованием в размере 200 золотых монет. Папа впечатлен его деловыми качествами и сразу же находит с ним общий язык, они разговаривают о религии и крещении. А в это время в комнату входит симпатичная девушка с чаем и очаровывает Уэллса. Папа Римский представляет девушку как свою внучку Элизу, и судя по ее виду, она точно умеет колдовать. Папа Римский говорит, что Элиза умеет исцелять святой магией и часто помогает бедным в церкви, за что ее и прозвали святой. Элиза послушница, но ее дедушка не хочет, чтобы она стала монахиней, и хочет найти ей подходящего жениха, а сам шутит, что из-за ее красоты за ней будут охотиться парни. И может он тоже присоединиться к ним. Он продолжает смеяться над своей шуткой, но потом понимает, что никому больше не смешно. Папа Римский, однако, воспринимает его слова всерьез и говорит, что принимает его как жениха своей внучки. Уилл потерял дар речи, потому что понял, что обручился с Элизой через минуту после знакомства, и теперь пути назад нет. Когда он возвращается домой, его друзья наряжаются клоунами, услышав, что он пошел креститься и вернулся помолвленным. Они тоже думают, что Элиза отличная жена, и Уилл узнает, что в этом мире нет понятия о романтических браках. И ему повезло, что он хотя бы увидел девушку, прежде чем все решилось. Затем его новая невестка заканчивает его макияж, и Уилл выходит на улицу, одетый как полный придурок, чтобы люди не узнали в нем богатого аристократа. Ирвин идет с ним и постоянно дразнит друга из-за его будущей жены, а Уилл гадает, что Элиза на самом деле думает о нем. Позже они идут на рынок, где фанатик-копейщик узнает Уилла благодаря своим способностям про сталкера. Он тут же начинает хвастаться своими навыками владения копьем, и все пытаются привлечь внимание Уэллса и стать его слугами. Он телепортируется домой и снимает свой клоунский костюм, а Ирвин и Эрик говорят ему, что нужно нанять слугу, который будет отгонять всех нежелательных кандидатов. Ирвин предлагает нанять его, и Уэллсу нравится эта идея, поэтому он сразу же нанимает своего друга в качестве слуги, который не может поверить в то, что произошло. Уэллсу все равно, и он идет прямо к своей невесте, но
телепортируется за окно ее дедушки. Он падает и лежит там, пока старый папа не уходит в свой кабинет, но вскоре его находит Элиза и ведет на крышу, чтобы поговорить наедине. Он нервно спрашивает, что она чувствует по поводу их помолвки, и Элис отвечает, что она счастлива стать женой героя-драконоборца. Этого достаточно для Уэллса, и он проводит время со своими поклонниками. Дома Ирвин стал высокомерным, потому что он единственный, у кого есть работа в его отряде, и он командует Луизой и Сьюзан, говоря, что попросит Уэллса нанять их в качестве его подчиненных. Девушки не хотят жить под его началом и хотят стать его женами. В этот момент они видят, что Эрик флиртует со своей женой, и Луиза предлагает им тоже стать женами Уэллса, а если у него не может быть больше одной жены, то они будут его любовницами. Сьюзан тоже не против, и девушки начинают мечтать о прекрасном будущем, в котором им не придется работать после замужества. Они возвращаются, когда Луиза пытается соблазнить его, нелепо танцуя в стиле Fortnite, но он раздражается и уходит. Она не сдается и готовится к вечеру, но Сьюзан стесняется и не может за ней угнаться. Уэллс стоит под их окном, и вы можете услышать их неловкий разговор, когда дворецкий приглашает его на ужин к папе римскому. На следующий вечер он идет в особняк папы римского и ужинает с ним наедине, но они оба смущены и не знают, о чем говорить. Уэллс хочет уйти сразу после ужина, но дворецкий предлагает ему сводить девушку на шопинг на первом свидании. Он имеет в виду поход за обручальным кольцом, и Уэллс оказывается в ювелирном магазине с завышенными ценами. Элис говорит ему, что не нужно тратить на нее столько денег, но простое кольцо привлекает внимание Уэллса, и он решает подарить его своей невесте. Когда он узнает, что это волшебное кольцо, которое стоит 300 золотых монет, он задается вопросом, не от Apple ли оно, но ему нужно сохранять спокойствие перед Элис. И он покупает кольцо, не торгуясь. Они возвращаются в карету, и Элис редко хвалит его выбор, говоря, что он, должно быть, знал о волшебном кольце, прежде чем его выбрать. Уэллс отвечает, что просто подумал, что оно будет хорошо смотреться на ней. Она в восторге, и Уэллс признается ей, что чувствует себя неловко, когда все называют его героем, и он должен соответствовать их ожиданиям, но с ней он чувствует себя самим собой. Он решает зарядить кольцо своей магической силой, и оно начинает светиться, создавая в карете атмосферу дискотеки, а от улыбки Элис у нее внутри все трепещет. С тех пор прошло несколько дней, и Луиза и Сьюзан обсуждают свои планы соблазнить Уэлла с помощью Ирвина. Когда Элис приходит на встречу со своим будущим мужем, она узнает, что его сейчас нет, потому что король вызвал его на задание. Король приказывает Уэллу убить дракона, и хотя он шокирован масштабом задания, он не может отказаться от приказа своего босса. Ночной капитан объясняет план развития земель Уэллу и Бранту, но чтобы получить землю, им нужно избавиться от дракона и монстров. Только могущественные маги могут противостоять дыханию дракона, поэтому Уэлл и Брант были выбраны для этой миссии вместе с третьим членом команды, который является крепким воином с забавным ирокезов. Уэлл потрясен 99-м уровнем экстраверта и фанатика тренажерного зала, который горит желанием убить дракона. Он думает, что этот здоровяк воин, но Брант говорит ему, что это Армстронг, дворцовый маг с телосложением танка. Они немедленно вылетают на место, где находится дракон, под предводительством Армстронга, и присоединяются к армии. Вскоре отряд Уэлла тоже узнает об этой миссии, и им поручают присоединиться к битве, чтобы уничтожить мелких монстров в этом районе после того, как дракон будет побежден. Временная армия Уэлла для этой миссии состоит из всех воинов, которые хотят привлечь его внимание, а Ирвин — их неохотный командир. Они добираются до военной базы, и вскоре к ним присоединяется Элиза, которая становится целительницей, но она не может увидеть своего жениха, потому что он уже ушел сражаться с драконом. Бран и Армстронг находятся в логове дракона, и громкий рев Армстронга заставляет дракона рухнуть. Дракон просыпается и издает яростный рев, от которого у Уэлла волосы встают дыбом. Армстронг начинает бой, превращаясь в супергероя с помощью магии. Он надевает магический доспех и берет огромный молот, которым бьет дракона и отбрасывает его на землю. Бран говорит Уэллу, что нужно действовать, пока у Армстронга не закончилась магия, и Уэлл использует мощное заклинание ветра, чтобы убить дракона, пока Армстронг держит его на месте. Уэлл забирает тело дракона в качестве трофея, но Бран говорит, что они не могут позволить себе расслабиться, потому что теперь, когда дракон побежден, огромное количество монстров вырвется на свободу. С обеих сторон начинается битва с монстрами, и солдаты Уэлла получают серьезные ранения. Элиза весь день пытается исцелить раненых солдат, но когда ее магия заканчивается, она использует силу, хранящуюся в ее кольце. Она слышит рассказы солдат о подвигах своего жениха, и это придает ей сил. На рассвете прибывает гонец и объявляет, что битва наконец-то закончилась и все монстры убиты. Но тут другой человек говорит, что Уэлл ранен. Элиза волнуется и бежит к нему, но с ним все в порядке, она слишком счастлива и падает в обморок. Позже она просыпается в тени дерева, рядом с ней стоит колодец,
и он тоже слышал истории о том, как она помогала солдатам и придавала им смелости. У них происходит трогательный момент, когда Элиза рассказывает, как она волновалась за него. И тут к ним подбегает Армстронг, поднимает его и говорит ошеломленному Уэллу, что она его племянница. После успешного завершения миссии Уэлла повышают до звания барона и вручают ему еще одну медаль за убийство дракона. Король приказал ему переехать в столицу, и он уже собирает вещи, когда к нему приходит Элиза и заявляет, что будет жить с ним в столице. Луиза и Сьюзен считают, что это ужасная новость для их плана стать любовницами Уэлла и думают, что теперь будет трудно его соблазнить. Они и не подозревали, что Элис думала, что они уже помолвлены с Уэллом, ведь они жили с ним, но он поясняет, что между ними ничего такого нет. Он пользуется случаем и спрашивает, что она будет чувствовать, если у него будут другие женщины, и Элис говорит, что это совершенно нормально для высшего общества. Луиза и Сьюзен понимают, что лучшего шанса им не представится, и заявляют о своем намерении выйти замуж за Уэлла, и Элис дает ему зеленый свет, и он расширяет свой гарем. Несколько месяцев спустя еще один из братьев Уэлла женится, и на свадьбе Эрик рассказывает ему о турнире по боевым искусствам, который проводится в столице раз в 3 года. «Меня это не интересует, потому что в турнире нет категории для магов, но его братья говорят, что он должен участвовать как дворянин». Уэллс говорит, что зарегистрируется как мечник и будет использовать магию для укрепления своего тела, но узнает, что это тоже запрещено. Он расстроен, но все равно решает участвовать в категории фехтования, как настаивают его братья. Его друзья тоже узнают о турнире от Бранта, который говорит им, что они должны участвовать ради чести своей семьи. Луиза и Сьюзен знают, что не могут использовать магию для усиления своего тела, как обычно, поэтому сразу же начинают тренироваться, но Ирвин прохлаждается, потому что у него уже есть стабильная работа. Уэллс предупреждает его, что если он будет бесполезен, то Уэллс может выгнать его из отряда и уволить как слугу, и Ирвин сомневается. Ночью Уэллс говорит всем, что Элис хочет присоединиться к их отряду в качестве целителя и упоминает, что действующий чемпион турнира не будет участвовать, чтобы дать шанс другим. Ирвин думает, что в таком случае он может выиграть турнир, и начинает серьезно тренироваться. На следующее утро Ирвин отстает от всех на тренировке, и Уэллс оказывается самым слабым в группе. Он плохо бегает и подтягивается, и даже не может нормально пользоваться мечом, поэтому бросает тренировки. Его друзья продолжают тренироваться изо дня в день, но когда Уэллс говорит им, что действующий чемпион снова участвует в турнире, Ирвин впадает в депрессию и теряет мотивацию. Он хочет сдаться и перестает тренироваться, даже когда Луиза и Сьюзен пытаются его уговорить. Когда он начинает говорить об этом, он узнает, что Элиза тайно тренировалась, чтобы не мешать их команде своим слабым телосложением. Это мотивирует Ирвина, и он снова начинает усердно тренироваться. Наконец наступает день турнира, и в первом бою Уэллс встречается с действующим чемпионом, который также является капитаном команды Мега. Уэллс понимает, что у него нет шансов на победу, поэтому он хочет хотя бы не опозориться перед толпой. Начинается бой, и капитан Мега одним ударом выбивает меч из рук Уэллса. Тот без зазрения совести возвращается к своим друзьям-магам. Там он пьет чай со своей невестой, пока они ждут, когда их друзья закончат бои. Все сражаются хорошо, и Луиза возвращается первой после поражения в полуфинале. Сьюзен дошла до финала отборочного турнира, и ее соперником стал фанат копья, который всегда пытается привлечь внимание Уэллса. Он планирует победить девушку, чтобы залезть к Уэллсу в штаны, точнее в его команду. Сьюзен понимает, что он намного сильнее и опытнее ее, быстро проигрывает и возвращается к друзьям. Она хочет рассказать Уэллсу о талантливом фанате копья по имени Родерик, потому что он может быть ему полезен. Но Уэллс сейчас спит, так как из-за бессонной ночи не выспался. С другой стороны, Ирвин дошел до финала, но в полуфинале повредил руку, и его соперником в финале стал капитан ночи. Пока он проходит лечение в задней комнате, доктор говорит ему, что лучше бы ему бросить это дело, но он не хочет, чтобы его выгнали с вечеринки. Там еще его друзья, и они передают ему ланчбокс, который ему прислали, чтобы пожелать удачи. Ирвин понимает, что его не выгонят, даже если он проиграет, и решает бороться за честь друга. Конечно, он проигрывает, но его навыки впечатляют капитана рыцарей, и тот решает взять его и Сьюзен под свое крыло. Позже Уэллс и Луиза тоже находят наставника, который учит их боевым искусствам. Уэллс чувствует неладное, когда она приводит его в заброшенное место. Там его опасения подтверждаются, когда он узнает, что их наставник – его старый друг Армстронг, который обещает сделать их такими же сильными, как Человек-удар, если они будут усердно тренироваться. 3 года пролетают незаметно, и вот Уэллсу уже 15 лет. Он наконец-то может начать свою жизнь искателя приключений вместе с друзьями, и он рад, что впервые за 3 года может заняться чем-то веселым. До сегодняшнего дня он был просто безземельным дворянином, который должен был выполнять любые приказы короля, и он думает, что теперь наконец-то может наслаждаться свободой. И тут к ним подходит Брант с приказом от гильдии искателей приключений и говорит, что им поручили исследовать древнее подземелье. Брант будет их советником, потому что миссия опасная, и он ведет их туда, где они победили дракона несколько лет назад. Он показывает им глубокую яму и оставляет их там, говоря, что гильдия искателей приключений уже посылала много групп исследовать подземелье,
но никто из них не вернулся. По оценкам гильдии, внутри находится дракон. Поэтому их и назвали охотниками на драконов. Но, как ни странно, все боятся драконов и прячутся за Уэлсом. Вскоре они замечают дверь и входят в пустую комнату с магическим кругом на полу. Бранд понимает, что в этой комнате что-то не так, и говорит всем бежать, но дверь автоматически закрывается, прежде чем они успевают сдвинуться с места. Магический круг на полу активируется и застает их врасплох, телепортируя их одного за другим. К счастью, они оказываются в том же месте, что и в начале, то есть в самом низу подземелья. Бран слышал о ловушках древних цивилизаций, которые заставляют нарушителей подниматься на поверхность, сражаясь с монстрами по пути, и он думает, что это то же самое. Луиза говорит Уэлсу, чтобы он просто телепортировал их отсюда. Но он не может этого сделать, потому что магия телепортации не работает, если он не знает точно, откуда и куда он хочет переместиться. После того, как Элиза приходит в себя после телепортации, группа поднимается по лестнице, чтобы выбраться из подземелья. Они попадают в огромную комнату с армией големов, и дверь за ними закрывается, когда армия големов просыпается. Уэлл хочет взорвать их всех, но друзья останавливают его и говорят, что нужно сохранить силы для сражения с боссом. Они решают показать, чему научились, и легко расправляются с големами. Бранд-то помогает им, блокируя атаки големов с помощью магии ветра, и говорит Уэлсу сделать то же самое. Стью Сьюзен уничтожает лидера големов и дезориентирует их, в то время как Луиза использует магическую ударную волну, чтобы нанести урон по площади. А Ирвин бросается вперед и расправляется со своими врагами. Наконец, они побеждают всех големов в руне, а затем замечают останки авантюристов, которые были здесь до них. У Луизы острый слух, и она слышит какие-то звуки, доносящиеся со стороны лестницы, поэтому она идет проверить и обнаруживает, что с верхнего этажа спускаются новые големы. У них нет времени на отдых, и они снова вступают в бой. Так проходит много дней, и они продолжают сражаться с големами без перерыва. Постоянные сражения и почти полное отсутствие отдыха сказываются на всех, и после каждого этажа они очень устают. Они продолжают подниматься и побеждают орды големов на каждом этаже, пока не добираются до пустого зала. Они радуются, думая, что очистили подземелье, но Бранд замечает гигантского механического дракона в центре зала и предупреждает всех как раз когда тот просыпается. Дракон атакует их огненным дыханием, но Бранд блокирует его магическим барьером, а Уэллс помогает ему. В это же время из-за их спин появляются големы-солдаты и пронзают Сьюзен. Начинается битва с боссом, Ирвин и Луиза сражаются с големами, а Элис лечит Сьюзен, в то время как два мага блокируют смертоносное дыхание дракона. Уэллс понимает, что их магия долго не продержится, и предлагает план, как объединить их силы, чтобы быстро победить дракона. Бран соглашается и направляет всю свою силу в тело Уэлла, чтобы тот смог выпустить мощный магический луч, который отразит дыхание дракона. Но у Брана быстро заканчивается магия, и он падает, но видит, что его бывший ученик Уэлл продолжает сражаться с драконом в одиночку. Вскоре Уэлл тоже начинает терять силы, и когда он уже готов проиграть, к нему подбегает Элис и краснея говорит, что сейчас использует на нем особую магию. Она неожиданно целует его и восстанавливает его силы и магию, но при этом теряет всю свою энергию и падает в обморок. Уэлл держит ее в объятиях, но потом понимает, что он заряжен силой любви, и его магический луч побеждает дыхание дракона, попадая ему в голову и разрушая его систему, отключая ее. Когда босс побежден, солдаты-големы тоже перестают двигаться, и Уэлл падает без сил, не успев отпраздновать свою победу с друзьями. Его друзья отводят его и Элис в уборную, и девушки говорят, что Элис не обязательно было целовать Уэлла, чтобы вылечить его. Она просто хотела его поцеловать на случай, если они погибнут. Вскоре Ирвин приходит, чтобы отвезти Луизу и Сьюзен на что-то интересное, и несмотря на усталость, они идут с ним. Уэлл просыпается от шума и помогает своей невесте подняться, и они идут к Бранту, который находится в библиотеке в соседней комнате. Он узнал, что великий маг древней цивилизации создал это подземелье как испытание, чтобы найти достойного наследника своего наследия. Он не понимает, что могло быть настолько ценным, чтобы устроить такую сложную проверку, но его друзья вот-вот ему это покажут. Они ведут его в ангар, где стоят 7 древних магических кораблей, которые стали основой для большинства современных магических технологий. Ранд говорит, что это открытие века, и они могли бы заработать миллионы золотых монет, даже если бы у них был пустой кошелек. Затем Эрвин нажимает на рычаг, и открывается дверь, ведущая из ангара, и все с радостью покидают подземелье. Вскоре Уэллс и его друзья предстают перед королем и показывают ему все, что нашли в подземелье. Король покупает все, что они нашли, а гильдия магов покупает круг телепортации. Теперь пришло время получить вознаграждение, и премьер-министр, запинаясь, объявляет, что каждый участник экспедиции Уэллса получит по 2 миллиона золотых монет за успешное выполнение задания. Поскольку у королевства сейчас нет таких денег, они будут выплачивать их в рассрочку в течение 20 лет. И у Уэллса начинается паническая атака при мысли о налогах, которые ему придется платить. С такими деньгами он решает уехать из столицы и вернуться в академический город, в свой старый особняк. Он рассказывает об этом Армстронгу, который желает ему удачи в будущем. Он также говорит, что пока Уэллс исследовал подземелье, люди распускали слухи о его смерти в столице. Уэллс слышит об этом впервые и спрашивает, зачем кому-то это нужно. Армстронг говорит, что он страдает от успеха,
потому что слишком быстро разбогател, и теперь люди ему завидуют. Друзья Уэлла согласны с ним, говоря, что большинство людей завидуют им из-за того, что они являются членами отряда истребителей драконов. И они боятся, что это станет еще более напряженным из-за награды, которую они получают. Никто из них не хочет лишних хлопот, связанных с деньгами, поэтому Сьюзан достает книгу правил гильдии искателей приключений и говорит, что они могут перераспределить вознаграждение, полученное за выполнение миссии. Луиза и Ирвин также согласны с ней, и они планируют отдать свою долю Уэллу, попросив его вернуть им деньги в виде зарплаты и подарков. Сьюзан спрашивает кружевницу, что она планирует делать со своим вознаграждением, и она говорит, что все, чем она владеет, принадлежит ее будущему мужу. Вот так просто. Ну вот, теперь у него есть 10 миллионов золотых монет, и он думает, что теперь ему будут завидовать еще больше людей. Новость о благополучном возвращении Велла дошла до Рукера, дворянина, который и пустил эти слухи. Он думает, что несмотря на то, что мальчик вернулся из подземелья, его враги теперь объединились и могут навредить ему более прямыми способами. Несколько дней спустя Уэлл наслаждался чаем со своими друзьями, когда заметил кого-то за окном. Он боится, что за ним может охотиться вор или убийца, поэтому он решает нанять охранника для защиты своего особняка, когда переезжает в Академгород. Его друзьям тоже нравится эта идея, и они говорят, что охранник должен быть сильным, преданным своему делу и хорошо управлять делами. И только один человек приходит им на ум с такими качествами. Сьюзан говорит Уэллу, что ему следует нанять фанатика копья Родерика, и несмотря на то, что он шокирован, Уэлл решает посмотреть, хочет ли он по-прежнему работать с ним после многих лет пребывания во френдзоне. Он приглашает Родерика к себе домой и спрашивает, не хочет ли тот стать его слугой. Родерик начинает плакать, потому что не ожидал, что этот день настанет. Преследовательница все еще бродит вокруг дома, и все замечают, как она пускает слюни, когда видит, как они едят торт. Луиза и Родерик пытаются поймать ее, а Ирвин закрывает лицо Уэлса, чтобы защитить его, но девушка слишком быстрая и убегает. Родерик говорит, что ее, скорее всего, подослали те же люди, которые распространяли слухи о смерти Уэлса, и просит разрешения расследовать это дело. Он также советует ему немедленно уехать из столицы ради его же безопасности, но у Уэлса еще есть дела здесь. На следующий день он отправляется в исследовательскую лабораторию гильдии магов со своей командой, потому что слышал, что они переделали магический круг телепортации, который он нашел в подземелье, в устройство, которое может вызывать все, что пожелает пользователь. Эрвин говорит, что эта машина мечта вора нижнего белья, и Луиза с Сюзан бьют его. Уэллс игнорирует их возмущение, встает в магический круг, чтобы проверить его, и представляет, что он хочет вызвать. Магический круг начинает работать и вызывает то, что он представил, и это оказывается нижнее белье одной из помощниц в лаборатории. Она дает Уэллсу пощечину и отбирает его. Девушки смущены тем, что он выбрал кого-то другого, а не их, но он обвиняет Ирвина в том, что тот развратил его невинную душу. Эрвин признает свою вину, и, успокоившись, Уэллс делает вторую попытку, и его девушки на всякий случай хватаются за свою одежду. На этот раз у него получается, и он вызывает то, что хотел, и выносит это из лаборатории на тачке. Там еще был этот мерзавец, и она почувствовала запах чего-то съедобного в вагоне, прежде чем он телепортировал свою группу обратно домой. Она проследила за ним до его дома, где он устроил вечеринку для всех, кто помогал ему перед отъездом из столицы. Гости наслаждались едой и напитками, и Уэллс подал свое последнее блюдо – тунца в соевом соусе, и сказал, что поймал рыбу с помощью магического инструмента. Гости сомневались, что будут есть сырую рыбу, но Уэллс настоял, чтобы они попробовали и нашли ее вкусной. Когда гости наслаждались рыбой, у преследователя потекли слюнки, и он с трудом сдерживался. В этот момент Родерик вернулся с задания и сообщил Уэллсу, что за слухами стоял брат премьер-министра Рукер. Родерик считает, что Рукер хочет занять место своего старшего брата и стать премьер-министром, и он пытался сделать это, причиняя вред людям, близким премьер-министру. Он даже отправил сообщение семье Уэллса, чтобы сообщить им о его предполагаемой смерти, и хочет, чтобы дети Курта унаследовали его титул и имущество, чтобы они были у него в долгу навсегда. Уэллс хотел что-то сделать с этим мерзавцем, но Родерик уже разобрался с ним, распространив ложные слухи о том, что Рукер пытался убить Уэллса в темнице. И теперь король собирался его допросить. Уэллс сказал, что это уже слишком, но Родерик ответил, что у него есть личные причины, чтобы разобраться с ним. Рукер – незаконнорожденный отец Родерика, который отказался признать его и его мать, когда та забеременела. Родерик знал, что его отец – настоящий подонок, поэтому он решил начать с него, и его гости оказались правы. Пока они обсуждают свои семейные проблемы, приходит Элиза с тунцом для Родерика, и у Уилмы больше не получается сдерживать голод. Она громко стучит в дверь, и все готовятся дать отпор незваному гостю, но когда она врывается в дом, выбив дверь, все слишком удивлены, чтобы что-то предпринять. Она агрессивно направляется к Уэллу, и когда Урва пытается остановить ее, она сбивает его с ног. Она снова бежит к Уэллу, и он вздрагивает, боясь, что она хочет его убить, но девушка просто берет тунец и начинает есть его. В этот момент входит генерал и извиняется за грубое поведение своей дочери, представляя ее как Уилму. Она говорит, что последние несколько дней следила за Уэллом,
чтобы понять, сможет ли он ее прокормить, и он прошел ее проверку. Уилма без колебаний просит Лиз дать ей еще, пока ее отец объясняет Уэллу, почему она постоянно голодна. Бранд говорит, что у девушки синдром героя, то есть в ее теле всегда есть магия, которая дает ей невероятную силу, но при этом сжигает огромное количество калорий. Уилма доказывает это, когда берет тунца и без труда разрывает его пополам. Вот почему ей нужно постоянно есть, и генерал думает, что Уилл может оплатить ее расходы, если возьмет ее в качестве телохранителя или жены. Это более неожиданно, чем его помолвка с Элизой, и Уилл говорит, что он собирается жить как обычный искатель приключений и охотиться на мелких животных. Он говорит, что ему не нужен такой сильный телохранитель, но генерал говорит, что он не собирается жить как обычный искатель приключений. Он слышал от своих информаторов, что герцог Медлас собирается отправить его охотиться на монстров на своей территории, и Уилл будет отличным дополнением к его отряду. Герцог удивлен его разведывательной сетью, и тогда Уилл рассказывает ему о своих планах. С другой стороны, гонец Рукер, посланный к Уиллу домой, чтобы сообщить о его смерти, добрался до Курта и его жены Эмили. Они были потрясены, узнав о смерти Уилла, и в письме говорилось, что Рукер хочет, чтобы дети Курта унаследовали титул и имущество Уилла и присоединились к его фракции. Эта новость стала приятным сюрпризом для Курта, и он начинает смеяться, услышав об этом. Однако Эмили вскрикивает, увидев что-то за окном, и Курт тоже выглядывает. Как только он выглядывает, он бледнеет от шока, как будто увидел привидение, но это всего лишь Уилл и его отряд. Они пришли обсудить план герцога с лордом этой территории, и Бранд разговаривает с отцом Уилла. Он начинает рассказывать об экспедиции, которую предыдущий герцог возглавил в зачарованном лесу 15 лет назад, где погибли 200. Бранд говорит, что им это не нужно, и они здесь, чтобы обсудить условия миссии, а Курт требует, чтобы они заплатили ему за работу на его земле. Он спрашивает старосту деревни, сколько обычно берут за такую работу, и узнав, что 30%, требует, чтобы они заплатили 50%. Его младший брат Герман пытается убедить Курта не быть таким придурком, потому что они тоже могут забрать вещи погибших солдат из их региона. Курт настаивает на том, что не согласится меньше, чем на 50%, и говорит, что у их бедных солдат все равно не было ничего ценного, и что их похороны уже состоялись. Аллас, сын Эрупта, говорит, что души умерших все еще привязаны к их телам, и они не обретут покой, пока их не освободят, и предлагает провести для них настоящие похороны. Курт говорит, что в этом нет необходимости, и обвиняет Алласа в том, что тот требует плату за похороны. Ирвин, который до этого сдерживался, слушая чушь, которую нес Курт, наконец не выдерживает и спрашивает, все ли его слуги такие грубияны, и едва сдерживается, чтобы не свернуть шею своему брату. Ему тоже надоело вмешательство Курта, и он поворачивается к отцу, который здесь настоящий лорд, и спрашивает его о переговорах. Курт в ярости от того, что его отодвинули в сторону, и снова срывается, и на этот раз Луиза и Сьюзен говорят ему, чтобы он следил за своим тоном, когда разговаривает с бароном. Это еще больше злит его, и он думает, что его брат похож на токсичных клиентов из его прошлой жизни. Позже Гормон и его жена Марлена пригласили Уэлса на ужин. Они рассказали, что после того, как Курт прославился как герой, победивший дракона, он сошел с ума. С тех пор он стал параноиком и думает, что Уэлс хочет украсть его земли. Все наслаждаются ужином, но когда Гормон предлагает Бранту выпить, тот отказывается и ест только орехи, которые принес с собой. Позже Марлена просит Уэлса вернуть вещи ее дедушки, который тоже был в экспедиции, и он обещает сделать все возможное. Она благодарит его и говорит, что он должен стать следующим лордом вместо этого идиота Курта, и ей все равно, что подумают другие. Уэлс понимает, что это борьба за власть, о которой предупреждал его хозяин, и хочет уехать, как только закончит работу. На следующий день он отправляется в зачарованный лес, чтобы подразнить нежить, бросая в них оскорбления. Элиза спрашивает, помогут ли такие глупые оскорбления, и Бранд уверяет ее, что хотя зомби и идиоты, они все равно понимают, когда их дразнит. Вскоре небо темнеет, и со всех сторон появляются зомби. Элиза достает ткань с нарисованным на ней магическим кругом и вместе с Уэлсом вливает в него свою магию, чтобы создать барьер очищения. Они делают его настолько широким, насколько могут, и как только зомби касаются барьера, они исчезают, оставляя после себя только доспехи. Хёрвин жалуется, что они ничего не делают, и Бранд приказывает остальным забрать доспехи, потому что сейчас это их единственная задача. Вскоре туда приходит сам предводитель армии нежити, бывший герцог, и его тоже легко очистить. Но он спрашивает, закончили ли они со всеми, но Уилма напоминает ему, что остался еще дедушка Марлен, и они ждут его. Внезапно с неба на него нападает виверна-зомби, и Луис спасает Ирвина, а Уилма встает перед монстром. Она атакует его своим огромным топором и отрубает ему голову, и после обезглавливания монстр очищается. После виверны на них нападают кабаны-зомби, и некоторые
некоторые из них сопротивляются магии очищения и проникают за барьер, так что у отряда Уэллса есть чем заняться. Они побеждают монстра и очищаются после его смерти, и через некоторое время со всеми зомби покончено. Все очень устали, и Элиза снимает барьер. Но тут появляется последний из людей-зомби, и по его доспехам мы понимаем, что это дедушка Марлены. Он и Элиза идут к нему, и зомби спрашивает о своей внучке. Все в шоке, и Бранд говорит, что зомби превратился в лича. Но когда Уэллс говорит старику, что его внучка счастлива со своим мужем, тот успокаивается и бросает свой меч. Он не сопротивляется, когда Элиза очищает его, и он исчезает, не оставив даже доспехов. Уэллс отвозит вещи солдат обратно в деревню, где люди с волнением принимают памятные вещи своих погибших родственников. Они благодарят Уэллса за то, что он сделал, но тут приходит Курт и заявляет, что все доспехи должны быть возвращены ему, когда все закончат плакать. Он хочет расплавить все доспехи и сделать из металла инструменты для развития, а люди умоляют его позволить им похоронить доспехи вместо их погибших родственников. Курт грубо отказывается и говорит брату, что тот заходит слишком далеко. Курт отвечает, что его больше заботит развитие страны, чем какие-то там мертвецы, и что ему нужно железо. Уэллс говорит, что если ему нужно железо, то он может взять его из своего мешка и оставить жителей деревни в покое. Курт пугается и падает на землю, но когда его приспешники спрашивают, что им теперь делать, он велит им подождать, пока Уэллс не покинет деревню. Уэллс возвращается в столицу на следующий же день и отдает доспехи Амадею, который говорит, что вернет их семье погибших солдат, но на это потребуется время. Уэллсу приказывают оставаться в своей деревне. Уэллс не хочет там задерживаться, но вынужден подчиняться приказам, и даже Бранд говорит ему, что он должен насладиться пребыванием в доме своего детства. Он телепортируется домой, когда староста деревни удивляется, увидев его снова, а затем приглашает его на завтрашние похороны. На похоронах Элис молится за погибших солдат, потому что она знаменитый священник. Жители деревни благодарны ей, но они в ярости, что Курт не пришел отдать дань уважения. Позже жители деревни устраивают вечеринку, где все веселятся, а Бранд все еще отказывается пить и продолжает грызть орехи. Вскоре жена Курта Эмили и их дети приходят на похороны, чтобы помолиться, и здороваются с его невесткой. Его племянники очень рады встрече с ним, потому что они слышали истории о дяде драконоборца и хотят узнать, как он это сделал. Друзья Уэлла решают разыграть сценку, чтобы развлечь детей, где Ирвин играет костяного дракона Луиза Бранта, а Сьюзен главную роль Уэлла. После представления Уэлл угощает племянников сладостями и желает им спокойной ночи. Затем староста деревни приходит поговорить с ним наедине и просит Уэлла стать новым лордом, потому что большинство людей этого хотят. Уэлл смущается и говорит, что не может этого сделать, потому что это право рождения Курта, но старосту деревни не волнует ни он, ни нынешний лорд. И он настаивает, что под их правлением у их земли нет будущего. Уэлл говорит, что он вообще не хочет быть лордом и хочет быть искателем приключений. Но староста знает, что его помощник Радирих умеет решать такие вопросы, и это позволит ему делать все, что он захочет. Он обещает мальчику свою полную поддержку и говорит, что даже королевский дворец хочет, чтобы он взял эту землю под свое управление. Как только староста заканчивает говорить, приходит Бранд и хвалит его за сообразительность, ведь он все понял, ничего не зная. Он подтверждает, что король действительно хочет, чтобы Уэлл взял эту землю под свое управление и стал новым лордом. Бранд говорит, что король давно хотел развить этот регион, но местные лорды были обычными и некомпетентными. Курт был настолько некомпетентен, насколько это вообще возможно, и к тому же был мерзавцем. Поэтому королю пришлось принять жесткие меры. Но он не мог просто приказать отцу Уэллса сменить прическу, поэтому придумал план с доверенными ему людьми. Они хотели свести Курта с ума, чтобы он напал на Уэллса, но потом его бы схватили и арестовали. Нынешний лорд взял бы на себя ответственность за возмутительную прическу Уэллса и ушел бы в отставку, освободив Уэллсу путь к титулу лорда. Герцог должен был очистить город от нежити, поэтому это стало идеальным прикрытием для осуществления настоящего плана. Уэллс спрашивает Брента, почему тот не рассказал ему об этом раньше, и Брент отвечает, что все равно все бы закончилось так же, даже если бы он знал. Уэллс говорит, что этот план может быть опасен, но Брент уверяет его, что он присматривает за всеми, чтобы не было проблем. И даже перестал пить на пару дней, чтобы быть в лучшей форме. Уэллс все еще сомневается, что сможет стать лордом, но Брент говорит, что у него есть власть, влияние и деньги, чтобы развить этот регион, и нет никого лучше него на эту роль. На следующий день Уэллс рассказывает друзьям о плане короля, и они считают, что это хорошая идея, и советуют Уэллсу перестать мучиться и принять приказ, как он обычно делает.
Вскоре Эмили и ее сыновья приезжают в гости, и он, как крутой фокусник, показывает им несколько трюков, создавая водяные шары и маленькие радуги. Друзья Уэллса жалеют невинных детей, думая, что как только их отца отстранят от должности, они потеряют свои титулы и, возможно, даже будут изгнаны. Ночью Уэллс и его друзья ужинают с Германом, когда слышат крики снаружи и видят группу недовольных жителей деревни, которые идут к нынешнему лорду, чтобы попросить его назначить Уэллса своим преемником. Они не боятся наказания, потому что им уже надоело несправедливое правление Курта. Уэллс просит их дать ему немного времени, и они с удивлением узнают, что он останется здесь дольше, потому что ходили слухи, что он уедет завтра. Брэд понимает, что за этим стоит староста деревни, и идет к нему, чтобы предупредить, что не стоит вмешиваться в чужие планы. Он говорит, что староста поступает правильно, но во дворце не любят, когда кто-то действует свободно. Староста благодарит его за предупреждение, но он уже решил сделать все возможное для своей деревни, и перед уходом говорит Брету, чтобы тот был осторожен с Эмилией. Когда Бред возвращается в особняк, он застает Уэллса, размышляющего о судьбе Курта после его отстранения от должности. Он думает, что его отправят в ссылку, но Бред говорит, что во дворце ему не позволят остаться в живых. Навал беспокоится, потому что не хочет, чтобы его брат умер, и на следующее утро идет поговорить с ним. Он предлагает Курту сделку, отдать ему часть земель, когда тот станет лордом, а взамен обещает выделить средства на развитие его территории. Уэллс говорит, что это взаимовыгодное решение, и отмечает на карте, какую землю он хочет. Курт приходит в ярость и рвет карту, обвиняя Уэллса в том, что тот пытается хитростью занять его место. Уэллс говорит, что у него нет таких намерений, и предупреждает о растущем недовольстве, но Курт злится и велит ему немедленно убираться. Выйдя из комнаты, Уэллс встречает Эмили и ее сыновей, и она хочет поговорить с ним. Уэллс говорит, что хотел бы, чтобы у всех был счастливый конец, но теперь не знает, как этого добиться. Эмили отвечает, что ее волнуют только дети, и она хочет, чтобы они были в безопасности и счастливы, поэтому она и сблизилась с Уэллсом, потому что у ее мужа нет будущего. Она спрашивает, как он относится к тому, чтобы стать отчимом, и он отвечает, что у него и так достаточно женщин. После встречи с Эмили Курт оставляет Уэллса в сомнениях, но тот находит уникальное решение. Когда он играет в мае с друзьями, Уэллс говорит им, что решил стать лордом, но не будет следовать сценарию, который придумали во дворце. Он полон решимости никого не потерять, и для этого ему нужна помощь друзей, и они обещают всегда быть рядом. На следующий день Уэлл и его друзья открыли в деревне небольшой магазинчик, где продавали майонез и модную одежду, которую можно было найти только в столице. Люди потянулись к ним, потому что у них были товары гораздо лучше, чем в местных магазинах, и прихвостни Курта были в ярости, что их клиенты уходят к Уэллу. Они пошли к Курту и попросили помощи, но он мог только злиться, потому что тоже ничего не мог сделать против Уэлла, похожего на волшебника. Когда прихвостни ушли, Уэлл телепортировался перед ними, а его друзья окружили их со всех сторон. На следующий день Курт узнал, что его сторонников перекупил его брат, который подкупил их поездкой в столицу, и они согласились и бросили Курта. Уэлл отправился в столицу и рассказал Родериху о своем плане ослабить влияние брата с помощью его сторонников. Затем они отправились выбирать дом. Уэлл хотел подарить Эмили и ее двум сыновьям уютный дом, когда станет лордом, а Курта он собирался отправить в церковь, чтобы тот жил подальше от дворца. Но они не знали, что Ракер задумал что-то недоброе и послал Курту подарок, чтобы встретиться с братом-волшебником. Посланец Ракера нашел Курта одного под дождем. Тот размышлял об убийстве, потому что Уэлл переманил всех его прихвостней. Посланец предложил ему подарок от лорда и сказал, что это легендарный предмет под названием флейта дракона, которая поможет ему убить брата-волшебника. Курт хочет знать, почему Рукер дарит ему такую ценную вещь, и узнает, что тот хочет получить право на эту землю. Увидев, что их цели совпадают, Курт принимает предложение и отправляется в лес, где Уэлл и его люди уже ждут его. Уэлл чувствует, что Курт ищет его одного, а значит, у него есть что-то, что придает ему уверенности. Уэлл решает встретиться с братом и делает вид, что они случайно встретились здесь. Но Курт уже знает, что его люди прячутся в кустах, и зовет их. Он без причины оскорбляет Уэлла и постепенно начинает вести себя как сумасшедший, говоря, что каким бы удивительным он ни был, он не может унаследовать эту землю, потому что он восьмой сын. Затем Курт показывает им флейту дракона, которую получил от Рукера, и угрожает сыграть на ней, если кто-то из них шевельнется. Брэд узнает флейту дракона, легендарный предмет, который может призвать армию драконов, и он уверен, что даже их группа не справится с таким количеством драконов одновременно. Друзья Уэлла говорят Курту, что он глупец, и если драконы прилетят сюда, он тоже погибнет, но он смеется, говоря, что драконы
драконы не причинят вреда тому, кто играет на флейте. Уэлл пытается заставить его подумать о людях и семье, но он называет их предателями. Ему даже наплевать на жену и детей, и он говорит, что как только убьет Уэлла и заберет все его деньги, у него не будет недостатка в охотницах за богатством, которые будут преследовать его. Он прекрасно понимает, что его брат неисправимый мерзавец и хочет напасть на него, но Курт угрожает ему флейтой, но тут же отступает. И Курт смеется над ним, говоря, что видеть, как испугался гениальный волшебник, было лучшим зрелищем в мире. Он говорит, что если он попытается стать преемником, то все умрут из-за него, и подносит флейту к губам. Рент внезапно нападает на Курта, но флейта блокирует удар, и Курт улыбается, уверенный в своей победе. Курт дует в флейту, и небо темнеет, а из-под земли появляются призраки и окружают его, но драконов не видно. Он все еще хочет помочь своему брату, но Уилма не дает ему подойти, потому что чувствует от него опасность. Эллис тоже понимает, что призраки были полны злобы, и это заставляет Брента понять, что Курт дул не в драконью флейту, а в флейту злобы. Он удивляется, как такой человек, как он, мог получить легендарный предмет, и оказывается, что его обманул тот, кто прислал ему флейту. Флейта злобы притягивает призраков и превращает своего владельца в могущественную нежить, чтобы он мог победить врага в самоубийственной атаке. Услышав это, он беспокоится, что его брат погибнет, но Курт уже одержим призраками. Его злоба сливается с их злобой, и он злится на Рента за то, что тот все у него отнял. Его глаза краснеют, призраки окружают его и поглощают, превращая в гигантского монстра. Рент в ужасе от гигантского монстра, в котором его брат сердцевина, и Брент говорит ему, что нужно использовать святую магию, чтобы быстро его победить. Новелла кажется в ужасе и не может пошевелиться, но по крайней мере она защищает его, блокируя удар монстра. Она хочет очистить монстра, но ее магия недостаточно сильна, чтобы победить его. Видя, что она не справляется, Новелла наконец приходит в себя и помогает ей. Он понимает, что уже нет способа спасти брата, и решает, что нужно просто отправить его в последний путь. Он тоже использует святую магию и усиливает ее, чтобы очистить гигантского монстра-нежить. Яркая вспышка света уничтожает монстра, а капсула с Куртом взлетает и взрывается вдалеке. Флейта угрозы падает, но злая душа Курта отправляется в столицу, чтобы найти человека, который его обманул. Рукер устраивает вечеринку, думая, что Новелла уже убил Курта, и скоро он получит доступ ко всей неосвоенной земле. Его союзники хвалят его за гениальный план, и Рукер говорит, что они пока не могут полностью доверять Курту, потому что он просто деревенский идиот. В этот момент злой дух Курта разбивает окно в комнате и мстит Рукеру. На следующий день Новелла приходит в столицу и встречает Родериха у места преступления. Он узнает, что прошлой ночью была резня, и дух Курта убил Рукера и всех гостей на вечеринке. Всего на вечеринке было 12 аристократов и их семьи, и теперь все они мертвы. Священники из церкви уже очистили Курта от зла, но новости уже распространились. Родерих говорит Новелле, что все знают о преступлении Курта, поэтому они не могут оставаться в столице. Это будет опасно для них. Люди возненавидят их за то, что они родственники преступника, и мирная жизнь, которую они хотели бы им дать, здесь будет невозможна. Он понимает, что должен отправить их куда-нибудь еще, и ему очень жаль, что он не может сделать больше для своей невестки. Позже он встречается с Армстронгом и Брантом и говорит им, что Герман решил пока оставить Эмили и ее сыновей у себя. Он говорит, что эта ситуация возникла из-за того, что дворяне эгоистично используют других людей как пешек, оставаясь в тени. Он проклинает Ракера и дворян на стороне короля, говоря, что все они придурки, но Брант советует ему посмотреть в зеркало и сказать это самому себе, ведь он тоже дворянин. Эти слова ранят его, и он мучается чувством вины много дней. Но Элис замечает, что что-то гложет его. Он рассказывает ей об этом, и она успокаивает его, говоря, что он ни в чем не виноват. Ее слова поднимают ему настроение, и он решает, что не будет таким, как другие дворяне, и постарается стать хорошим дворянином, который заботится о своих людях. Элис говорит, что он всегда слишком сильно давит на себя, чтобы соответствовать каким-то невозможным стандартам, но она и другие его друзья всегда будут его поддерживать. Вскоре он отправляется на встречу с королем, когда все уладится дома. Король хвалит его за то, что он быстро справился с беспорядками на своей территории и награждает его землей. Он говорит, что поскольку освоение этой земли было непростой задачей, он хочет наградить Уэлла чем-то еще и спрашивает, нужно ли ему что-нибудь еще. Уэлл, не раздумывая, принимает предложение короля. Он говорит, что после гибели Ракера и его друзей 12 знатных семей лишились титулов, и теперь они пустуют. Хотя только король имеет право даровать титулы, Уэлл хочет получить право даровать 2 титула людям, которых он выберет, в обмен на освоение земель. Как только они услышали об этом, премьер-министр, генерал и даже священник не согласились с Уэллом. Они сказали, что он слишком самонадеян, раз просит об этом, и посоветовали ему немедленно забрать свое предложение. Генерал даже заявил, что Уэлл не подходит для управления таким большим участком земли, и половина его должна быть отобрана. Премьер-министр возразил, что генерал просто хочет отдать его кому-то из своей фракции, но только тому, кто обладает большой магической силой, как у нас. Папа тоже высказал свое мнение, и они начали спорить, а вскоре к ним присоединился герцог Медий, который открыто поддержал
поддержал Уэлла. Увидев, что все выдвигают эгоистичные требования, Армстронг заставил их замолчать и велел Уэллу забрать свое предложение. Он попросил короля отдать ему половину земли, чтобы он мог ее освоить с помощью магии. Король отказал ему, сказав, что Уэлл нужен в столице, и он может сам заняться освоением земель. Он сказал, что развитие территории важнее всего остального, и ради этого он даст Уэллу то, что тот просит. Как только король это объявил, Армстронг подмигнул Уэллу, потому что был на его стороне, а все остальные тоже были против. Король застает их на месте преступления, но все же дает Уэллу право присвоить 2 титула и привлечь его к ответственности. В то время как он возвращается домой после получения награды и говорит Эмили, что когда ее дети вырастут, он присвоит им дворянские титулы, которые у него есть. Она благодарит его и сообщает, что предложение стать его отчимом все еще в силе, но его это не интересует. Вскоре Уэлл начинает осваивать свою территорию с помощью магии, а Ирвин и Родерик становятся его помощниками на поле боя. Уэлл хочет отдохнуть после расчистки участка от камней, но Родерик хочет, чтобы он расчистил другой участок и взорвал еще несколько камней для церкви. Уэлл узнает, что папа собирается построить здесь церковь в обмен на помощь ему с абсурдной просьбой, с которой он обратился к королю. Мало того, герцог, генерал и премьер-министр также планируют построить дома отдыха на территории Уэллса. Однако Уэллс не собирается отдавать им это место, так как планирует построить здесь фабрику по производству соевого соуса. Позже Элиза приходит позвать его на чай, но прежде чем Уэллс может пойти с ней, приходят Луиза и Армстронг, чтобы забрать его на еженедельную тренировку. Вскоре Вильма, Сьюзен и Бранд также возвращаются из леса с гигантским бананом, который они нашли, и Вильма хочет, чтобы Уэллс приготовил ей банан. Хлеб. Сьюзен также просит его выполнить для нее одно поручение, а Родерик не хочет, чтобы он куда-либо уходил, пока не закончит свою работу. Все окружают его и засыпают просьбами, и Уэлл не знает, что ему следует делать. Поэтому он игнорирует все и идет домой, чтобы пообедать вместе со всеми. Это то самое блюдо, которое он не мог есть в своей прошлой жизни до того, как попал сюда, и теперь он наконец-то может насладиться им. И думает, что его жизнь в качестве 8-го сына бедного дворянина была не такой уж плохой, как он себе представлял. На этом все. Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы увидеть больше видео.